Полундра, ребята, добро пожаловать на борт нашего канала. Я продолжаю разбор композиции с альбома Infinity Years. И перед тем, как мы начнем, я призываю вас послушать этот альбом на цифровых площадках Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify, YouTube Music и так далее. Ищите по исполнителю Макс Невилл, ссылки в описании. В прошлом видео мы разобрали первые два трека альбома и остановились на песне Just For You. Эта песня лучшим образом характеризует первую светлую половину альбома, поскольку композиция мажорная и, я бы даже сказал, сладкая, и неспроста. Композиция записывалась в подарок жене на свадьбу, что определенным образом сказалось на структуре трека и жанровой принадлежности. Фолк у нас уже был, такой лайт-рок тоже. Что ж, давайте теперь послушаем джаз. На середине песни у вас ведь появилось ощущение, что это целиком инструментальная музыка, не так ли? Если да, то значит задумка удалась. Если нет, то ничего страшного, ведь удивить как бы запоздалым вокалом я рассчитывал всего одного человека. Мою жену Лилию, которой песня и посвящена. Дело в том, что она знала или как минимум догадывалась, что я буду дарить музыку. Вот только в тот момент мы с ней занимались практически только инструментальной музыкой. Поэтому наличие вокала должно было удивить. Как это было? Я играю основную партию под минус,
приятно, но ожидаемо. По истечении примерно 2 минут, когда все уже вроде понятно, я внезапно откладываю инструмент в сторону, начинается вокал, и на словах «давай станцуем», приглашаю ее на танец, и мы уже танцуем под песню. Не просто приятно, но еще и неожиданно. Поэтому структура трека именно такая, как бы срежиссированная. Теперь давайте слушать по частям. Начинается трек с аккорда, которого не должно было быть в студийной версии. Аккорд нужен был для того, чтобы я понял, когда начинается минус, и вовремя вступил на свадьбе. Можно давать отсчет 1, 2, 3, а можно показать начало трека вот таким образом. В итоге было решено оставить аккорд финальной версии. Две предыдущие композиции начинались за такта, аккорд внес какое-то разнообразие. К тому же композиция Million Miles Away заканчивалась именно им, аккордом ля, что, помимо прочего, связывает ее с Just For You. Партия центральной губной гармошки сыграна на гармонике Suzuki SCT-128. Это весьма необычная гармошка, гибрид хроматики и тремоло. Обзор на нее можно посмотреть на нашем YouTube-канале по подсказке. Гармоника здесь играет за такт во вторую долю. Примечательно, что в предыдущих композициях за такты были другими. В Empty Battle мелодия вступала в третью долю. Million Miles Away 4И. В целом я люблю применять за такты, синкопы, которые здесь также хватает. Все это очень хорошо работает мелодически. Занятно, но именно с него началось придумывание композиции. Мне понравилась эта фраза, и я решил продолжить ее. В результате вот что получилось. Условный припев, играющий также роль вступления, сыгран в не самой распространенной тональности ля бемоль. Выбор этот связан как раз таки с гармошкой. С одной стороны, необходимость смены дыхания с вдоха на выдох и наоборот дает возможность играть без остановки весьма продолжительное время. С другой, делает инструмент не особо легатным. Проблематично плавно перейти с ноты на ноту при смене дыхания. Поэтому тональность и была выбрана так, чтобы партия прозвучала как можно более полетно. Особенно в таких местах. Также хотелось бы отметить эту фразу. Можно было бы сыграть дважды одинаково, но здесь я решил заменить ноту до на терцию выше. В результате получилось немного интереснее. Вообще такие терциальные замены часто применяются и хорошо работают. А также выделю вот этот кусочек. Нужно было подряд сыграть одну и ту же ноту, чтобы выделить сильную долю. И для этого я воспользовался форшлагом. Ритмически звучит в таком легком свинге, в около-джазовом стиле. Стиль был выбран не случайно. Мероприятие, к которому данная песня приурочена, проходило в ретро-стиле. У нас был джаз-бенд, мы катались на автомобиле середины прошлого столетия, поэтому и трек такой немного ретро. Отмечу, что пришел на студию я только с мелодией, лирикой и гармонией. И сказал: сделайте мне джаз. Так что аранжировка, можно сказать, целиком и полностью за Сергеем Полугодкиным. Он же частично аранжировал Million Miles Away.
Помимо аранжировки он также записывал трек, сводил, мастерил и подарил свой вокал, за что ему отдельное спасибо. За условным припевом следует короткий бридж. Хроматический нисходящий ход является хуком композиции. Выбор необычный, но мне показалось, что именно атональный момент, выделяющийся на фоне всего остального, подходит для этого наилучшим образом. Заодно бридж работает на модуляцию из ля-бемоль в тональность соль. Основа аранжировки это клавиши, контрабас и ударные. Этим композиция отличается от остальных, где основой аранжировки служили гитары и, собственно, губные гармошки. Безусловно, гармошки здесь тоже присутствуют, но играют в основном заполняющую функцию, не часто выходя на второй план. То же самое касается и гитары. Куплет начинается в сильную долю, в отличие от припева. Однако, уже на третьей ноте мы переходим в синкопу. Все-таки прямота данной композиции подходит куда меньше, нежели чем в Empty Battle. Квадраты отличаются окончанием фраз. Еще один простой, но рабочий и универсальный прием, когда мы сперва ведем мелодию наверх, затем вниз или наоборот. На середине куплета происходит модуляция на тон вверх из тональности соль в ля. В отличие от прошлой модуляции, данная достигается средствами аранжировки. Причем получилось, на мой взгляд, настолько гладко, что практически не ощущается на слух. Смысл этой модуляции, помимо того, чтобы внести разнообразие, это создание перед припевом эмоционального подъема. Именно поэтому я в прямом смысле поднял тональность на тон вверх. Далее следует фраза, аналогичная предыдущим, но уже в другой тональности, не считая концовки. В конце куплета снова модуляция, к этому нас подводит мелодия, идущая вверх и символизирующая своего рода накал эмоций. Но сама по себе модуляция не совсем стандартная, так как из тональности ля логично было бы перейти на полтона или тон выше, чтобы припев звучал максимально эмоционально. Или как минимум остаться в тональности, добиваясь ощущения кульминации иными средствами. Но тогда после второго припева мы оказались бы в тональности ля-бемоль вместо соль, а то еще выше. Напоминаю, что тональности отчасти подбирались из ощущения полетности, чтобы соответствовать настроению песни. Поэтому вместо того, чтобы как-то выкручиваться из ситуации, второй припев звучит на полтона ниже второй половины куплета, а эмоциональный подъем достигается за счет затакта и мелодии, звучащей в первой половине припева выше, чем в куплете. Нечто подобное использовал Эрик Клэптон в песне «Лейла». Вместо того, чтобы постоянно поднимать тональность и в какой-то момент оказаться в затруднительном положении, так как ноты станут просто недосягаемыми для вокала, он создал как бы цикл из модуляций, которые сперва повышают тональность, затем опускают, снова повышают, снова опускают и так далее. Тем самым они продолжают выполнять свои функции, а ноты остаются в рабочем диапазоне. Я не просто так упомянул здесь Клэптона. Дело в том, что я люблю говорить, что моя музыка построена на 3 китах. Группе Linkin Park, влияние которых вы могли слышать в предыдущих треках Empty Battle. Гитарный риф припева вдохновлен припевом песни One Step Closer.
и Million Miles Away, речитативные вставки между куплетом и припевом. Японским композитором Акира Ямаока, известным по саундтреку к играм серии Silent Hill, его влияние вы еще услышите, и Эрика Клэптона по песне Just For You. Гармония предыдущего трека без его влияния также не обошлась, справедливости ради. Далее следует еще один бридж, отличающийся от первого только аранжировкой, и начинается вокальная линия, которая практически полностью копирует основную гармошку. На бридже мы также слышим, что аранжировка к середине трека уплотнилась, внося разнообразие в песню. Как я уже говорил ранее, песня посвящена моей жене Лилии, отсюда рифма Лилия, линия, ты и я. Хочу отметить, что рифмуется не только последний слог, но и первое. Ли, ты. Также есть рифмы в конце каждой строки, а именно миг, двоих, никаких. Прошу заметить, что на каждой новой строке количество слогов в последнем слове растет, что делает рифму интереснее. Но и это еще не все. Рифма также приходится и на середину строки, а именно нам, границы, давай, на первый слог. То есть за достаточно простой и понятной лирикой скрывается не совсем простая рифма. Однако больше всего я горжусь фразой «или лилия». Здесь и рифма конца строки с началом, и отсылка к самой первой фразе, и на слух «или лилия» очень хорошо ложится. Кстати, замечу, что на этой фразе мелодия идет вниз, в отличие от предыдущего куплета. Идея Сергея, идея хорошая. Ведь я люблю тебя так сильно, что могу, как в фильмах, принести на крыльях для тебя все то, что ты захочешь. Очень солнце темной ночью, жарким летом, осень для тебя, только для тебя. Припев начинается со слова «ведь», как и в Million Miles Away. Такие небольшие перекликания между треками. Но в отличие от Million Miles Away, для которой сперва была придумана музыка и на музыку сочинена лирика, здесь стихи и мелодия сочинялись одновременно. Так тоже можно. В припеве Just For You отмечу рифму «сильно» и «в фильмах». Интересная рифма. Также фразу «для тебя», которая заканчивается каждый квадрат припева, целиком фраза раскрывается в бридже. Только для тебя. А рифму «осень» и «очень». Хотя «очень» и «ночью» тоже рифмуется неплохо. И строки «солнце темной ночью», «жарким летом осень» не в плане рифмы, а в том, как составлены предложения. Банально было услышать «солнце темной ночью и осень жарким летом» или «темной ночью солнце и жарким летом осень», а так, как оно есть, получается интереснее. Кстати, небольшое отступление. Гармонически в припеве используется ход 2-5-1, характерный для джаза. В бридже звучит тот самый хук. Хуком он считается еще и потому, что словосочетание «только для тебя» есть название песни «Just For You». Вот такой получилась композиция. На этом месте вы, возможно, зададитесь вопросом, а в каком же жанре написан этот альбом? И я скажу, помните номер Гальцева про управдома, когда он говорит, что в эту композицию добавили немного кантри, металла, джаза и дальше перечисляет жанры. Вот так и здесь. 8 лет, 8 треков и бесконечность жанров и событий.
Ну а если вас интересует только гармошка, без рассказов про лирику, гармонию или аранжировку, то подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все композиции из альбома Infinity Years там уже разобраны. Каждую неделю я также выкладываю туда обзоры на другие музыкальные альбомы с губной гармоникой. Ссылки в описании. На очереди разбор композиции Wildness and Rage. Эта композиция является интерлюдией, разделяющей светлую и темную стороны альбома Infinity Years. Композиция, как и Empty Battle, затрагивает тему, про которую сейчас не очень принято говорить. Поэтому она инструментальная, причем в этом плане Wildness and Rage является ключевой на альбоме. Просто присмотритесь к ее названию. Алиса, включи Max Navel Wildness and Rage. Включаю Max Navel, песня Wildness and Rage. На первый взгляд, выбор этого трека сразу после сладкого Just For You может показаться странным. Еще более странным он может показаться, если слушать треки подряд, начиная с первого. Преимущественно мажорные и мелодичные композиции внезапно продолжает агрессивный и диссонансный трек. В этом и задумка – шокировать слушателя. Вы прослушали 3 трека, решили, что уже поняли, каким будет альбом дальше, а тут такое. Ваше представление разбивается в пух и прах, и вы снова не знаете, чего ждать. Также данная композиция играет роль как бы имбиря в блюде. Вы съели первую половину альбома, и прежде чем приступить к другой, нужно сперва отбить вкус, что и делает Wildness and Rage. В самом начале мы слышим некий призвук. Это не что иное, как грязь на бас-гитаре, вызванная неудачным касанием струны. Тем не менее, было решено оставить этот момент, потому что в этом что-то есть. Вот есть ошибки, в которых что-то есть и которые не хочется исправлять, которые придают живости игре. Гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушант уделял особое внимание ошибкам и нередко даже не перезаписывал неудачные дубли. Электронно-ударные, прямые, достаточно быстрые по темпу, призваны взбодрить слушателя. Они скорее играют роль ритмического заполнения, а за грув в композиции будут по большей части отвечать гитара и гармоника. Wildness and Rage играется на Suzuki SCT-128, как и Just For You. Трек начинается с куплета в уменьшенном ладу ре. В условном куплете, вторя гитаре, гармошка обыгрывает первую и вторую ступень лада. При этом каждые 2 такта к существующей фразе прибавляется такая же, но на малую терцию выше. Так что с середины первого квадрата звучат уже интервалы, затем аккорды и в конце концов септаккорды. Это создает достаточное напряжение, подводящее к припеву.
связано еще и с тем, что полутоновое движение минорных аккордов относительно друг друга хоть вверх, хоть вниз является весьма тревожным. При этом гитары не восходят по гамме подобно гармошке, а совершают движение вверх-вниз, обыгрывая сперва первую и вторую ступени лада, затем третью и четвертую, снова первую и вторую и так далее. Ритмически также есть отличие. Гармошка будто не доигрывает фразу до конца в сравнении со струнными. Тем самым оставляя пространство для затакта припева. И снова у нас достаточно прямые куплеты и не очень прямые припевы. И не то чтобы я специально так планирую, скорее это получается на интуитивном уровне от понимания того, что различные части композиции нужно очерчивать друг от друга не только гармонически и мелодически, но и ритмически. Ну и, собственно, основной ритмический рисунок у нас звучит так, слегка различаясь на гитаре и гармошке. Условный припев звучит в хроматическом ладу, также весьма диссонансно. Если в куплете гармошка по сути была восходящей, играя поверх прыгающей то вверх, то вниз гитары, то в припеве она статична, остенатна, и по сути играет одну ноту поверх нисходящей гитарной партии. Причем в конце каждого квадрата к ноте прибавляется интервал в малую секунду. Секунды, тритоны, хроматически уменьшенные лады создают исключительную диссонансность для данного трека, создавая музыкальный хаос, который отлично передает название композиции. В конце припева небольшая затравочка на гитаре сразу для нескольких последующих частей трека. Вот она. И потом ритмически для второго куплета. Там к рифу добавляются мертвые ноты. Гармонически концовки. Мы оказываемся на полтона выше куплета, что в дальнейшем приведет к модуляции на полтона вверх в припеве. И здесь же мы окажемся, играя бридж, но уже с другим рифом. Также прошу заметить, что барабаны не только задают темп, но и периодически подчеркивают отдельные моменты и нагнетают атмосферу. Это важно. Во втором куплете звучит цитата, сама по себе цитата играет больше смысловую роль, однако интересно то, что сыграна она в соль мажоре. Мажорный лад накладывается на уменьшенный, что в каком-то смысле создает пик неустойчивости и напряжения. Если слушать эту часть отдельно от всего, то скорее всего покажется, что партия абсолютно не сочетается, но если слушать в контексте, то партия скорее покажется хаотичной и агрессивной, но при этом вполне слушабельной. Все потому, что до этого слушателя подготовили меньшим количеством диссонансов, и уши, может не без труда, но привыкли к подобному звучанию. Контекст очень важен, особенно для таких моментов. Также прошу обратить внимание на партию появившейся второй гитары. Если сыграть ее без перегруза, то станет понятно, что именно она подчеркивает своим характером. Но еще обращу ваше внимание на полутонное движение, которое мы имели раньше, но в миноре. Вторая гитара добавляет в мажоре. Получается, что партии, несмотря на различия, так или иначе пересекаются. Также хотелось бы отметить слайд
на бас-гитаре. Ничего особенного бы не было, если бы этот короткий фрагмент не выделили по динамике. Он сразу бросается в уши, а за неимением других слайдов становится нечто уникальным. Это говорит о том, что для того, чтобы выделить тот или иной момент в песне, не обязательно придумывать нечто сложное, быструю и техничную партию, модуляцию или что-то еще. Простые вещи тоже зачастую неплохо работают. За куплетом следует второй припев, который в части гармоники отличается от первого лишь парой нот в конце. Зато здесь добавляется вторая гитара, которая играет партию, построенную на малых секундах. Тем самым мы продолжаем ужесточать звучание композиции, подводя слушателя к кульминации. В основной гитаре появляется цитата. Это фрагмент из песни System of a Down "Chops You". Появилась эта цитата здесь не случайно. Именно System of a Down является группой, музыка которой у меня ассоциируется с текущей ситуацией. У группы немало песен, посвященных животрепещущей теме, и вся песня, можно сказать, вдохновлена творчеством этой самой группы. И была бы вдохновлена еще больше, если бы не опять-таки Сергей Полугодкин, предложивший сделать, можно сказать, industrial metal и придумавший эти крутые электронные барабаны. Да, материал стал дальше от системы, зато более оригинальным. Эта же цитата структурно немного видоизменяет припев, из-за чего к бриджу мы спускаемся немного позже и по сути уже играем не затравку, к чему бы то ни было, а полноценную партию. Цитата. И сюда. Вместо того, чтобы играть. В бридже звучит соло, последовательно обыгрывающее два уменьшенных лада, поверх хроматического гитарного рифа одной гитары и тритонов другой. Говорить, что этот фрагмент звучит супер диссонансно, думаю, излишне. При этом партия гармошки преимущественно нисходящая и звучит поверх относительно остенатной линии гитары. Таким образом, у нас были восходящая, остенатная и нисходящая партия гармошки поверх переходящей, нисходящей и остенатной линии гитар. Соответственно, приемы классического голосоведения работают даже в Industrial Metal. Бридж также интересен тем, что первую половину гармоника играет триолями, тем самым добавляя дополнительный ритмический слой. А во второй половине добавляются дополнительные голоса гармошки, усиливающие кульминацию. Гитарный риф интересен тем, что раскрывается постепенно. Используется palm mute, игра квинтами и одиночными нотами. И постепенно слушателя подводит к уже знакомой фразе, после которой последует не очередной куплет, как я говорил ранее, модуляция и эндинг трека. Вторая гитара играет тритоны на нисходящий полутоновый ход. Как видите, снова полутоновый ход, только теперь основанный на других интервалах. Эта партия, так же как и другие партии, даже партия ударных, раскрывается в песне постепенно, добавляя в общую канву новые ритмические элементы. И тут должен сказать, что я немного переборщил. Со временем я понял, что нужно было сделать эту партию попроще, возможно даже на одном тритоне, без нисходящей линии. Есть идея в будущем сделать новую версию этого трека, так что я думаю, что учту этот момент. Также хотелось бы отметить пару дополнительных голосов губной гармошки. Это высокая гармоника,
который здесь имитирует эффект контузии, что достаточно характерно, учитывая тематику композиции. И низкая гармошка, которая играет роль остинаты, тем самым перекликаясь с партией припева. Наличие остинаты в таких хаотичных партиях очень важно, так как эти ноты позволяют закрепить внимание слушателя хотя бы на чем-то и создать впечатление того, что все-таки это цельный трек, а не несколько разных кусков, зачем-то сыгранных одновременно. Возвращаясь ко второй гитаре, в конце бриджа мы выделяем ее подобно басовому слайду ранее, снова партии перекликаются, что также придает целостность музыкальному полотну. Третий припев, он же outro, звучит на полтона выше предыдущих. Еще один распространенный, но при этом рабочий, достаточно универсальный прием, подчеркивающий пик эмоциональной составляющей композиции. Однако интересен условный припев не только этим. По сути, гармошная партия куплета была регармонизирована под припев. Нечто подобное было в треке Empty Battle. Ход, который отлично склеивает разные части композиции воедино и подчеркивает тем самым наступившую кульминацию. Во второй половине аутро к основной мелодии подключается в интервал дополнительный. Такой интервал немного в ином качестве уже присутствовал в первом и во втором припевах, что можно было бы считать в каком-то смысле подготовкой к происходящему в конце. В партии второй гитары интервалы верхний и нижний меняются местами. Это показывает, что вместо того, чтобы просто сыграть на полтона выше, мы добавляем интересные детали, тем самым вносим разнообразие. Причем для исполнителя зачастую играть такое тоже интереснее. В самом конце у нас будто начинается бридж на полтона выше, но это скорее такая отсылка к бриджу. Несмотря на то, что этот момент звучит на полтона выше, партия второй гитары играет тот же самый интервал, который мы еще отдельно выделяли. По сути, к этому моменту тональность уже не имеет особого смысла. Да и вообще, данный трек не про тональность, а про лады. Итак, Wildness and Rage – это квинтэссенция диссональности. Трек про то, что гармошка может интересно звучать в тяжелом металле, про важность контекста и модальности в музыке. Открывает вторую половину альбома песня «Навсегда», она же Forever. Это самая минималистичная песня на альбоме. Из инструментов вокал, гитара, тамбурин и губная гармошка. Гармоника, кстати, кастомная. Сзади Session Steel в ключе до от Бориса Плотникова. Обзор есть на канале, посмотрите по подсказке выше. Не считая последнего бонус-трека, гармошки здесь меньше, чем в остальных треках. Но зато именно Forever самое классное соло на нашем любимом инструменте. Обо всем по порядку. Слушаем песню, после разбираем. Все пропало, больше незачем жить. Выше этажи, ниже неба крыши. Растворилось все в обмане и лжи. Правду расскажи, не то краю ближе. Все пропало, больше некого ждать. У порога все ушли, оставив в сердце печаль. Слишком одиноко навсегда. Блеск металла стала красной вода. За бедой беда, за теплом прохлада. Мысли прочь, осталось лишь подождать и себя отдать.
отдать в руки тьмы и ада. Блеск металла резко лязгнул затвор. Грянет выстрел, и закончится пустой разговор. Прочь из горькой жизни вон. Грядущее, прошлое, плохое, хорошее, все, что нашли, потеряли. В невинности, бедности и грешности, роскоши, все, что могли, проиграли навсегда. Грядущее, прошлое, плохое, хорошее, все, что нашли, потеряли. В невинности, бедности и грешности, роскоши, все, что могли, проиграли навсегда. 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 Итак, композиция в какой-то степени повторяет мажоро-минорную гармонию Empty Battle. Куплет в ля миноре, припев в до мажоре, размер 4/4, темп умеренный. Структура немного нестандартная, небольшое вступление, куплет, припев, соло, припев, концовка. То есть один куплет, хотя соло, или если хотите бридж, сыгран на аранжировку куплета, а концовка в основном на гармонию припева. Вступление сыграно на одной приглушенной ноте ми, это так называемый органный пункт. Ноты играются четвертными, следом идут аккорды и вокал. Гармония следующая. Ля минор 7, до мейдж 7, си минор 7 с пониженной пятой. Повторение. Это были первая, третья и вторая ступень с надстройками. Далее ре минор 7, до мейдж. Между аккордами небольшое мелодическое развитие. Снова ре минор. И далее ми доминант септаккорд. Это были четвертая, третья и пятая ступени соответственно. О чем нам все это говорит? Гармония построена на септаккордах, что придает композиции достаточно грустное настроение. Движение аккордов все время меняется, вверх-вниз, вверх-вниз, как бы неуверенность. Пока аккорд висит, бас поддерживает ритмическую составляющую, прямую и неспешную. Хочу обратить внимание на этот ход. Седьмая и седьмая повышенные ступени, что несколько скрашивает достаточно распространенный возврат из доминанты в тонику, главный аккорд. Итак, у нас есть фундамент. Подушка в виде аккордов и бас в виде ритмики. Ритмики немного не хватает, непрямой ритмики. Она отчасти реализована в вокале. Вокальная мелодия подчеркивает преимущественно седьмые ступени аккордов, делая их еще более неустойчивыми. Ритмически много восьмых, что компенсирует куцую ритмику аккомпанемента. Местами попадаются синкопы, что тоже плюс.
В гитаре, кстати, мелодические вставки также были выполнены отчасти синкопами. Во втором квадрате добавляется тамбурин, играющий слабую долю, еще один плюс в ритмику, так что в целом к припеву все и мелодически, и ритмически, и гармонически может представлять некоторый интерес, хотя и продолжает звучать весьма минималистично. Инструментально второй квадрат отличается от первого двумя аккордами фа мейдж и соль, которые модулируют все в тональность до. Здесь мы замедляемся, чтобы в припеве постепенно наращивать темп, тем самым намечая некоторый контраст между прямым куплетом и не совсем прямым припевом. Но прежде чем перейти к следующей части, рассмотрим лирику. Собственно, она и делает песню депрессивной, несмотря на мажорный припев. Делать полноценный декодинг не буду, остановимся на отдельных моментах. Выше этажи, ниже неба крыша. Все пропало, больше незачем жить. Все пропало, больше некого ждать. Все ушли, оставив... В итоге получается все. Все пропало, меняется местами, растворилось все. Навсегда. В конце первого квадрата куплета название песни и дальнейшее развитие получит в припеве. Блеск металла стало, мысли прочь осталось. Снова блеск металла, но уже другой. Кто понял, тот понял. И заканчивается все пустой разговор, прочь из горькой жизни вон. Рифма, разговор, вон. Припев сыгран отчасти в миксолидийском ладу. И он не такой прямой, как куплет. Играется так. Вот здесь у нас, собственно, синкопа. Вот она. Если бы все было прямо, было бы так. А это у нас миксолидийский, собственно, лад. Аккорд, си бемоль, который добавляет краску миксолидийского лада. Полностью. Первая, пятая, седьмая, четвертая, шестая, третья, четвертая, пятая. Также добавляется седьмая ступень, которая разрешается в первую, между первым и вторым квадратами. Всего квадратов в припеве 2. А вокальная мелодия отчасти дублирует припев, сыгранный на гитаре. По тексту хочу отметить строчки в невинности, бедности и грешности, роскоши. Бедности, невинности, грешности. А роскоши, в свою очередь, рифмуется со строчками грядущее прошлое, плохое хорошее. Роскоши прошлое, роскоши хорошее. Не прямая как бы рифма, но что-то в этом есть. Соло звучит в тональности ля минор, построено следующим образом. Каждые 4 такта оно начинается с одной и той же фразы. Но каждый новый квадрат фраза укорачивается на одну ноту. Сперва звучит нисходящая фраза из 4 нот. Получает такое продолжение. Затем из 3. Затем из 2. И затем концовка, которая модулируется из минора в мажор. Как видите, дело здесь не только в количестве. Между фразами следует заполнение, и каждый условный квадрат, эти заполнения друг от друга отличаются, в том числе по причине того, что заглавная фраза становится короче. Ритмически соло сыграно преимущественно в синкопу. Это хорошо разбавляет прямую и достаточно монотонную партию гитары. Мелодически партия проходит по диатонической гамме практически без отклонений. В конце композиции гармошка звучит в миксолидийском ладу,
но по факту лад этот никак не подчеркивается в мелодии, зато подчеркивается гармонический мажор, добавляя новую краску в гармонию. Достигается это за счет ноты ля бемоль, пониженной с 6 ступени в полутоновом бенде на вдох на 6 отверстии. По сути, это единственный бенд за всю композицию. В отличие от соло, я бы сейчас изменил эту партию. Прошло все-таки время, трек был записан в 2017 году. Слишком она жизнерадостная и, я бы даже сказал, напыщенная, несколько не совпадает по настроению с лирикой. Композиция Forever, тем не менее, мне по-прежнему нравится. Она прошла проверку временем, но лишь наполовину. Мне хочется ее играть, но в несколько измененной аранжировке и с некоторыми другими партиями. Поэтому, возможно, в будущем вы еще услышите новую версию данного трека. Что-то типа Unforgiven Metallica, может будет. Что есть Unforgiven, Unforgiven 2, Unforgiven 3. Вот здесь будет Forever 2. Композиция вдохновлена третьим китом. Двоих мы уже упоминали в предыдущих треках. Это Linkin Park и Эрик Клэптон. А здесь, я думаю, что сильное влияние, особенно в куплете. Вот это достаточно аморфная и в то же время депрессивная атмосфера вдохновлена Акира Ямаокой. А на этом мы с вами не прощаемся, потому что впереди еще нас ждет третья часть, в которой мы разберем оставшиеся песни. Поэтому подписывайтесь на канал, слушайте альбом на всех площадках, подписывайтесь на телеграм-канал. И напоминаю, что я даю уроки на губной хроматической гармонике, вот такой с кнопкой. Уроки онлайн, индивидуальные занятия, поэтому все контакты будут в описании. Пишите, все обговорим и будем вместе постигать вот этот замечательный музыкальный инструмент. А на этом все. Попутного ветра. Пока.